то время пока на Ближнем Востоке продолжается масштабная война Ирана против США и их союзников, а нефть тем временем пробивает новые максимумы, на крипторынке происходит очень странная и даже подозрительная ситуация. Ведь несмотря на все эти негативные события, биткоин остается выше поддержки 65 тысяч долларов и даже вырвался из подавления сопротивления 70 тысяч долларов. Спросите, почему это странно? Да потому что буквально пару недель назад все готовились к обвалу до нового дна 50 тысяч, и при этом в последнее время тейк о начале Третьей мировой войны все активнее мелькал в заголовках новостей. Но биткоин как будто бы это все проигнорировал и пошел своей дорогой. И вы только посмотрите, что происходит с притоком в ETF, начиная с 24 февраля. В то время, пока США стягивали войска к границам Ирана, в ETF-фонды начали заливать сотни миллионов долларов, и приток за неделю превысил 1,5 миллиарда долларов. Хотя даже после падения инфляции в феврале, крупные фонды наоборот выводили свои деньги из ETF. Похожая ситуация происходит и на фондовом рынке, который в принципе хорошо держится. А все потому, что New York Times опубликовали статью, где говорится, что по инсайдерской информации Иран готов пойти на переговоры с Америкой и даже рассмотреть первоначальные условия. Да, информация интересна, но именно такой исход этой войны я озвучил в прошлом видео, ведь захватить Иран без наземной операции, на которую Трамп никогда не подпишется, физически невозможно. Следовательно, переговоры — это один из самых потенциальных сценариев, чтобы поставить это все на долгую паузу. Тем не менее, официальной информации по переговорам еще нет, танкеры в Ормудском проливе продолжают стоять, нефть летит вверх, золото, представьте себе, падает, хотя в подобных ситуациях оно выступает как защитный актив, но зато биткоин подготавливает почву для выхода из этого диапазона с закреплением цены выше уровня 72 тысячи долларов. И друзья, если биткоин это удастся, то он может в очередной раз переиграть рынок на ликвидности, которую он получит из-за ликвидации шортов, подняться еще выше и готовиться к циклу дешевых денег после прихода нового главы ФРС в мае, который начнет снижать ставки по указанию Трампа. И поэтому сегодня на основе фундаментального анализа, который будет основан на событиях Ближнего Востока, а также детального изучения давления роста цен на нефть и дополнительно теханализа, я разберу, чего стоит ждать от биткоина и почему же он растет. Я озвучу не только краткосрочный сценарий на 4 недели, который, как сказал Трамп, потребуется для окончания войны, но и среднесрочный, как минимум до мая включительно, потому что в этом месяце нас ждет смена политики ФРС. А это, пожалуй, главный фактор, который может кардинально перевернуть ситуацию. Поэтому перед просмотром попрошу вас поддержать видео лайком, сейчас это очень важно, и подпиской на канал. Все это помогает мне и моей команде регулярно выпускать качественные ролики, а также пишите комментарии. $10 за комментарий под прошлым видео получает этот зритель. Всем желаю приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, как бы нам, криптоинвесторам, не хотелось отстраняться от всех последних новостей и закрыться в своем криптомире, где кроме альтсезона больше ничего не нужно, но как ни крути, влияние войны в Иране вышло далеко за пределы Ближнего Востока и рынка нефти. Поэтому давайте быстренько пробежимся по последним тезисам, главный из которых это секретный план переговоров. Кстати, первыми об этой статье New York Times, еще до роста рынков, узнали подписчики моего телеграм-канала, ведь подобные новости мои редакторы публикуют максимально быстро. Там только важная информация без спама, чтобы вы не тратили время зря, мои обзоры по рынку, актуальные отчеты, и все выкладывается очень быстро и оперативно. И, кстати, сегодня я выложил подробный обзор, который является небольшим продолжением сегодняшнего видео. В этом обзоре указано, какие именно группы инвесторов покупают биткоин, какие именно суммы в него инвестируются, что позволяет нам оценить реальный интерес к биткоину на фоне влияния последних событий. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Что касается переговоров, то о них я говорил в прошлом ролике. Но какая именно информация есть у New York Times? Они написали, что условия там серьезные. Тегеран готов отказаться от программы баллистических ракет и резко сократить ядерную программу, плюс вернуть поддержку Хезболлы, хуситов и других прокси-группировок по всему региону. Взамен Трамп якобы предложил простую вещь – дать оставшимся иранским лидерам сохранить власть. Это похоже на венесуэльскую сделку, когда режим не уничтожают полностью, а просто душат его за счет жестких условий. И пойдет ли Иран на такие переговоры – это лишь вопрос времени. Я уже говорил, что соотношение военных сил армии Ирана и США – это небо и земля. Америка готова 24/7 бомбить Иран, и потенциала там столько, что можно сравнять с землей не только все военные базы, но и целую столицу. Здесь вопрос в смене режима и власти, о чем говорил сам Трамп. Главное требование – прекратить ядерную программу и обогащение урана, чтобы не допустить создания ядерной бомбы. Ведь все мы прекрасно понимаем, что как только одна боеголовка будет создана, она сразу же отправится на тестирование в Иерусалим. И тут также есть интересный момент. Помните, как в прошлом году Трамп отправил бомбить базы, где обогащают уран, после чего он заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. Но проходит буквально полгода, и даже официальные представители Ирана заявляют, что у них оказывается до сих пор
есть уран для создания ядерного оружия. В интервью Fox Витков сообщил, что в первом раунде переговоров иранские власти заявили коллегам из США, что контролируют 460 килограммов урана, обогащенного до 60%, и признали, что этого хватит на 11 ядерных бомб. И как вы понимаете, чтобы полностью убедиться в том, что у Ирана нет той самой ядерной программы, необходима наземная операция, полное уничтожение власти и взятие правительства под свой контроль. Вот только на это Трамп не пойдет. Но почему? Да потому что чем больше американских военных ступит на землю Ирана, тем риски потери и пролития крови увеличиваются в разы. И как вы думаете, готов ли Трамп идти на такой риск перед выборами в ноябре, когда он может быть на волоске от импичмента? А если республиканцы потеряют большинство в парламенте, Трамп больше не сможет быстро продвигать свои законы и уж тем более финансировать подобные операции без одобрения Конгресса с демократами. Ну и второй чуть менее важный фактор – это деньги. На днях создали сайт, где расходы на эту войну растут в реальном времени, и буквально за несколько дней они уже превысили $2 миллиарда. Потому что война – это совсем не дешевое удовольствие. Поэтому в данном случае мое мнение касательно потенциальных переговоров, где Иран, как обычно, будет улыбаться в момент подписания сделки, но за спиной США продолжит делать все по-своему, само собой остается. Конечно же, не без поддержки Китая и России, которые выступают главными союзниками Тегерана и имеют особые точки интереса на Ближнем Востоке. Также Вашингтон может постараться воспользоваться расколом внутри Ирана и начать финансировать гражданскую войну с дальнейшим переворотом. Но опять-таки гарантировать 100% контроль без наземной операции, к сожалению, невозможно. Трамп это прекрасно понимает и постарается как можно быстрее убрать с карты своих солдатиков с кораблями и самолетами и вернуться домой с победой. Ведь как-никак Аятолла Хаменей был убит, режим пошатнули, и это отлично продается народу как четко выполненная цель американской демократии. Хотя при этом нужно понимать, что Иран это большая заноза для Америки, которой потенциально будет пользоваться тот же Китай, который вывозит с Ирана до 15% нефти, а также Россия, главный покупатель их мегадешевых дронов. Тем не менее, глядя на рынки, причем не только акции, но и криптовалюту, складывается впечатление, что именно сценарий с переговорами сейчас закладывается как самый потенциальный. Ведь давайте откровенно, зеленые рынки во время таких военных действий – это необычная картина, чего я не могу сказать про нефть. Ведь тут все как обычно, она летит вверх и в шаге от максимальных уровней позапрошлого года. Причина все та же – частично блокировка судов в Ормузском проливе и угроза их подрыва со стороны Ирана. Ну, конечно же, кроме тех, которые идут в Китай. Да, Трамп уже заявил, что даст команду сопровождать танкеры, но, как мы видим, большое количество кораблей просто продолжают стоять. И таким образом 90, 95 и даже $100 за баррель – это реальные цифры. Особенно чем дольше будет идти эта война. Но почему же тогда растут рискованные активы, которые по идее должны падать? В данном случае произошла переоценка влияния событий. Главная причина в том, что рынки пока считают конфликт ограниченным и не ожидают серьезного нарушения в поставках нефти. Мы уже разобрали, что нефть марки Brent торгуется около уровня $82, что лишь немного выше уровня прошлой недели. Для настоящего энергетического шока цена сразу должна была уйти выше уровня $100 и $120. Да, потенциал такого роста еще есть, но дело даже не в цене, а в темпах ее роста. И получается, эта переоценка влияния привела к тому, что большие фонды решили воспользоваться паникой розницы. Они четко оценили риски, взяли свои деньги и зашли в акции, а также крипту. В случае с биткоином капитал продолжает идти через ETF, что мы разобрали в начале видео. И друзья, помните, я говорил, что просто ждать уровень 50 тысяч это плохая идея, и рынок всегда идет против наших ожиданий. И кстати, вот это видео. Но важно понимать, рынок это не наш лучший друг, и он никому ничего не обязан, уж тем более давать нам идеальную точку входа. Именно поэтому моя стратегия построена так, чтобы уже быть в позиции прямо сейчас, а не сидеть и ждать красивую цифру, куда цена может даже не дойти. И это касается не только спотовых покупок, но и трейдинга. Именно поэтому участники нашей подписки Coin22 Pro получали не только точки входа в шорт, но и в лонги, за счет чего мы заработали на росте Solana, на скачке биткоина после пробоя уровня 69 тысяч, и за время нашей торговли на этом активном рынке мы успели закрыть множество других хороших прибыльных сделок. Сейчас на рынке наблюдается движение, которого все инвесторы ждут месяцами, потому что в такие периоды размер профита в трейдинге растет в разы. С нашей стороны мы поможем вам реализовать весь потенциал этого движения на максимум за счет ежедневных точек входа, а улучшить результат вам позволит обучение на старте, сопровождение и поддержка 24/7, а также во время работы мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель. Поэтому, друзья, пока рынок дает возможность, ею нужно пользоваться. Тем более, когда вы можете присоединиться к нашему профессиональному сервису с опытом работы более 3 лет. Так что всех, кого интересует заработок на торговле, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Как я сказал в начале, сейчас на рынках происходит довольно интересная и на первый взгляд странная ситуация. На фоне напряженности на Ближнем Востоке, ударов по Ирану и роста цен на нефть, рискованные активы, такие как фондовый рынок и криптовалюта, продолжают расти. При этом традиционно защитные активы, такие как золото и серебро, наоборот снижаются. И если смотреть на это поверхностно, возникает вопрос, а разве не должно быть наоборот? Обычно при войнах и конфликтах в геополитике деньги бегут в золото, и в это время акции крипто падают. Но сейчас условия немного изменились. Начнем с геополитики. Сейчас нефть Brent торгуется примерно в районе 81-82 доллара за баррель, а WTI около 74. За последние 7 дней нефть выросла примерно на 9-11%. Это реакция на удары по Ирану, а также риски эскалации в регионе. Но если бы рынок реально верил в масштабный кризис в энергетике, цены были бы гораздо выше. Дело в том, что через Ормузский пролив проходит около 20% всей мировой нефти. Это примерно 20-21 миллион баррелей в сутки. Если бы данный маршрут реально оказался под угрозой, то нефть могла бы улететь не на 80 долларов, а на 100, 120 или даже 150. И это буквально за пару дней. Но рынок пока считает, что конфликт будет ограниченным, и поставки нефти продолжат идти. Но также вторая важная причина – это состояние экономики США. Несмотря на весь шум войны, макроэкономическая статистика остается довольно сильной. Безработица в США сейчас около уровня 4,3%, а инфляция примерно 2,4%. Тем временем доходность десятилетних облигаций держится около уровня 4%. При этом сектор услуг по последним данным показывает один из самых сильных темпов роста за последние несколько лет. То есть экономика не выглядит так, будто завтра наступит рецессия или Третья мировая. А когда экономика сильная, то инвесторы продолжают покупать акции, особенно если брать техносектор. Но ситуация с экономикой также находится в подвешенном состоянии, потому что рост экономики это в принципе хорошо, но для ФРС это негативный сигнал, чтобы держать ставки более высокими, ведь так это им позволяет снижать инфляцию. То есть мы имеем стабильную экономику, но при этом высокие ставки ФРС, а для роста рискованных активов необходимо более активное стимулирование экономики, и при этом получается такой замкнутый круг, который может разбить только один человек, это Кевин Уорш. Это новый глава ФРС Трампа, который займет свой пост уже в мае, который, конечно же, будет выполнять все требования Трампа, и, вероятно, он постарается максимально агрессивно снижать ставки, чтобы еще сильнее стимулировать экономику. Это, конечно же, запустит цикл дешевых денег, которые, глядя по истории пандемии, очень хорошо влияли на крипту. И эту тему мы еще подробно будем разбирать в моих будущих видео. Но также важный фактор, почему падает золото, ведь раньше в периоды подобных нестабильностей все бежали именно в золото. Здесь проблема в том, что капитал прежде всего идет не в золото, а в доллар. Это крупнейшая резервная валюта мира, через которую проходит почти 60% всех мировых валютных резервов, 85-88% всех международных валютных операций. Поэтому в моменты неопределенности спрос на доллар почти всегда растет. И сейчас мы это видим по его индексу. Само золото и серебро номинированы в долларах, то есть их цена рассчитывается именно в американской валюте. Когда доллар укрепляется, покупательная способность доллара растет, а значит для того же количества доллара потребуется меньше золота. Поэтому между долларом и золотом наблюдается обратная корреляция. И тут получается интересная макроэкономическая математика. Смотрите, когда доллар укрепляется на 2-3%, доходность облигаций держится около 4%, а центробанки перестают активно накапливать золото, металл начинает сильнее реагировать на макроэкономические факторы и становится более волатильным. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем ситуацию, где даже на фоне геополитической напряженности золото и серебро не растут, а наоборот показывают коррекцию. А далее идет биткоин. Вчера он пробил новый локальный максимум на уровне 74 тысячи долларов, и многие начали думать, что теперь биткоин выступает цифровым золотом. Но на самом деле, если посмотреть на потоки капитала и корреляции, то нам станет понятно, откуда же на самом деле растут ноги. С начала прошлой недели золото упало примерно на 2-3%, а серебро на 4-5%. И часть этого капитала, как всегда, начала перетекать в более волатильные активы, включая крипту. Инвесторы просто решили, если уж рисковать, то рисковать с потенциалом роста, а не просто сидеть в золоте. Теперь давайте сравним движение биткоина, акций и золота. Корреляция биткоина с индексом NASDAQ сейчас находится примерно на уровне 0,4-0,5, то есть почти половина движения совпадает с движением акций. А вот с золотом корреляция, наоборот, отрицательная, примерно минус 0,2. Серебром она около нуля и слегка отрицательная. Это означает, что сейчас биткоин торгуется больше как акция, а не защитный актив, похожий на золото. И если уже говорить о реальном факторе, который вызвал такой сильный рост биткоина за последние дни, это, конечно же, ETF. За последние 6 торговых дней спотовый биткоин ETF зашло примерно 1,6 миллиардов долларов. Чтобы понимать влияние этих цифр, давайте я покажу вам простой пример. Ежедневное предложение новых биткоинов, которое мы имеем после халвинга, составляет примерно 450 биткоинов в день. Это те монеты, которые добывают майнеры. При цене плюс-минус 70 тысяч долларов, это 31-32 миллиона долларов, которые выступают новым предложением. А ETF за один день иногда покупают биткоин на 300-400 миллионов долларов, а то и выше. То есть спрос превышает новое предложение примерно в 10-12 раз. Именно поэтому такие притоки способны довольно быстро толкать цену вверх. И помните, вот в этом видео я говорил, что на фоне ожидания падения биткоина до уровня 50
тысяч, в диапазоне выше 70 были открыты шорты на сумму более 5 миллиардов долларов. И сейчас все эти сделки начинают постепенно ликвидироваться, и эта ликвидность позволяет биткоину идти вверх. Это называется шорт-сквиз. И чем больше ликвидаций, тем сильнее цена идет вверх. И в итоге получилось так, что сначала пришел капитал через ETF, рынок немного вырос, что вызвало ликвидации, и цена начала постепенно ускоряться. Вчера биткоин вырос на 10% за день, наконец-то пробил уровень 70 тысяч и даже пошел тестировать сопротивление на уровне 74 тысячи долларов. Конечно, сейчас мы по-прежнему далеки от уровня 90 тысяч, который был до коррекции, я уже молчу про 100, но то, что биткоин держится на фоне таких новостей, это очень сильный показатель. И поэтому при условии закрепления цены выше уровня 70 тысяч в рамках ближайших 2 недель, это откроет хороший потенциал для дальнейшего возвращения к тем уровням, которые были до коррекции. Конечно же, такое движение ожидается не за неделю и не за 2, а скорее всего уже ближе к маю, когда в ФРС придет новый глава, будет смена политики и потенциальный запуск цикла дешевых денег, которые очень сильно нужны биткоину. Если говорить о ближайшем движении, то, как всегда после сильных ростов, цена должна приторговаться и провести небольшую консолидацию, которая скорее всего будет наблюдаться вот в этом диапазоне. Именно поэтому в прошлых видео я говорил, что самая лучшая стратегия — это постепенное накопление. Ведь смотрите, биткоин ушел выше уровня 70 тысяч, хотя очень много инвесторов его ждали на уровне 50, но в прошлых роликах я говорил, что биткоин никогда не будет тестировать те уровни, на которых его ждет 90% инвесторов. Поэтому, друзья, делайте выводы и старайтесь сделать так, чтобы ваша стратегия была максимально универсальной, ведь просто ждать дно на уровне 50 тысяч или около того — это не совсем хорошая идея. Подводя итог, сейчас мы видим довольно необычную ситуацию. Нефть растет, фондовый рынок растет, биткоин растет, а золото и серебро корректируются. Но это не означает, что рынок полностью игнорирует риск. Это означает, что инвесторы пока не верят в сценарий глобального кризиса. Если ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшится, например, будет перекрыт пролив или конфликт перерастет в масштабную войну, то реакция рынков, конечно же, изменится. В таком сценарии, как я уже разбирал, нефть может вырасти до уровня 100-120 долларов, фондовый рынок скорректируется на процентов 10, а биткоин вернутся ниже уровня 70 тысяч. Учитывая прошлое движение, такой вариант я не исключаю, но пока рынок живет в режиме контролируемого конфликта. Экономика США остается устойчивой, ликвидность на рынках присутствует, ETF продолжают покупать биткоин, а часть капитала просто ротируется между активами в поисках более высокой доходности. Так что на данный момент рост биткоина — это не столь история про новое цифровое золото, сколько комбинация нескольких факторов, а именно притоки в ETF, ротация капитала из металлов, ликвидация шортов и частичное возвращение риска. Поэтому, друзья, если вам было интересно, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал, также не забудьте переходить в мой телеграм, где есть много свежей актуальной информации, пишите комментарии, жмите колокольчик и увидимся в новом интересном видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!